Тао. Путь Вознесения. Часть 1. Мысли формы разделения. Стереотип вымещения. Возлюбленный восходящий человек, очень многое раскрывается в связи с глобальным восхождением с Земли, что в свою очередь приводит нас к передаче сообщений. Передаваемая информация затрагивает все вознесение Земли и каждого существующего вида, наряду с вашей Солнечной системой. В записях, недавно раскрытых в структуре Земли, проявилась информация не только по проблемам в вашем творении, но также по проблемам в Великом Центральном Солнце. Данные проблемы проливают свет на реалии, преобладавшее в падении сознания, что в течение долгого времени служили причиной затухания 8 миллиардов творений, подобных Земле. Записи, собранные из вымерших творений, проявлены в виде умерших голограмм. В третьем измерении существует 8 миллиардов умерших голограмм от согласованных реальностей, таких как Земля, пришедших к вымиранию. Из нашего текущего анализа следует, что вознесение Сириуса и Арктура было неполным, хотя и не закончились возгоранием, в связи с известными причинами. Сириус и Арктур в своем вознесении вошли в 5-е измерение и находились лишь на волосок от возгорания. Немалая неотработанная часть кармы Сириуса и Арктура оставалась в 3-м измерении и неизбежно вбиралась с Землей. Земля поглощала то, что было оставлено, поскольку имела с Сириусом продолжающиеся отношения, заставившие ее подвергнуться испытанию, и таким образом исцелять или регулировать дисбаланс, что давало Сириусу возможность вознестись. Управители человечества в той же манере уничтожили великих мастеров, организовав глобальный раскол в человеческом сознании с целью его падения и собственного продвижения в вышестоящее измерение. Во многих их действиях, о которых мы упомянули, усматривается одна и та же схема, один и тот же повторяющийся подход, который раз за разом приводил к разрушению многие творения, чтобы возноситься самим. Очевидно, что причина этому берет свое происхождение где-то за пределами Сириуса и Арктура. Приглашаем вас проследовать глубже в данную проблему далее, исследуя причину повторяющегося в творении вымирания, выйдя за пределы нашей Солнечной системы и обозреть то, как и почему 8 миллиардов творений, берущих начало ниже 72-го измерения, не возвратились к своему великому центральному Солнцу. 8 миллиардов творений потухли, каждая из которых вымерла в 3-м измерении, а затем стала причиной воспламенения вышестоящих звезд после их попытки вознестись домой. При попытке вознестись, все они сгорели. Из исследований кармических записей Земли, высвобожденных в ее текущей стадии вознесения, следует, что стереотип смерти, полного уничтожения, имеет свое происхождение с началом эры тьмы, которая в нашем творении началась довольно давно, более 20 миллиардов планетарных лет назад, а на Земле – 6 миллионов лет назад. После этого прошло еще 5 миллионов 950 тысяч лет, до того, как на Земле появилось человечество. Однако, человечество сразу вошло в уже существующие, искаженные реалии, что и Земля, которые продолжились после отбора красной расы. Многие из вас слышали о вмешательстве Тао, истока всего что есть, начавшемся для поддержания вознесения Земли. Это правда. Поскольку множество творений Тао пришли к большому искажению и оказались неспособными к возвращению домой, Тао начал собственные интроспективные исследования того, как и почему реальность разворачивалась соответствующим образом. В процессе исследования, ваше небольшое творение
вместе с Землей, раскрылось как пространство, пригодное для начала вмешательства Тао. Многих удивляет такой большой интерес к планете Земля и ее грядущему вознесению. Почему? Причина простая, но необычайно важная. Потому что Земля является носителем истины в Тао. Земля хранит записи не только собственного опыта, но и развития знаний за пределами Великого Центрального Солнца, а также времен своего пребывания внутри Солнца и времен пребывания в Тао, а также того, как она была отброшена в свое настоящее время. Реалия носителя истины в том, чтобы пробуждаться и возвращать истину, а затем двигаться дальше, с целью использовать истину совместно, так, как каждый ее осознает. Многие из наших слушателей являются также носителями истины, которые дали начало своему вознесению, почувствовав полный резонанс с излагаемой нами информацией. Такие люди также являются собой пример носителей истины в действии, так как обладают своей, разделяемой со всеми истиной вознесения, с пониманием того, как преподнести и раскрыть информацию по индивидуальному человеческому и мировому вознесению. Носители истины осознают, что в творениях имел место чрезвычайно огромный период отрицания истины, и в связи с этим присутствует скрытая потребность выражения своей истины, начинаемая ими осознаваться, которую он или она обретает в качестве восходящего мастера. Так обстоит дело для человеческих вознесений, а также вознесений всех видов жизни на Земле, вместе с мировым вознесением Земли. Тао рассматривает Землю в качестве хранителя записей согласованной реальности. Каждая согласованная реальность в Тао проявлена с исключительной целью, и цель Земли состоит в том, чтобы сохранить записи. Вне времени и пространства, ваш полный овал сворачивает сам себя в черную дыру с утратой всей жизни. Многие из вас слышали о концепции путешествия назад во времени и переписывании коллективного видения, созданной в давно прошедшие времена. Когда ваш овал начал сворачиваться, вся информация, касающаяся причин, вызвавших это сворачивание, была утеряна. Тао, Бог, Богиня, все, что есть, вне вашего овала, совершил перемещение назад во времени, чтобы собрать утерянную информацию и посмотреть, можно ли повернуть вспять искажение, в которое входит творение, таким образом, чтобы снова вернуть этот овал к жизни. Тао, существующий вне вашего овала, отправил части самого себя для сбора информации и попытки обращения вспять процесса искажения. Бог, богиня вне вашего овала, вынужден отправить часть самого себя назад во времени для сбора информации и исцеления кармы, чтобы исключить появление такого разрушения и искажения где-либо в творении снова. Те части Тао, вне вашего овала, кто отважился прийти в это творение, собирают здесь информацию, исцеляют карму и пытаются повернуть вспять искажения. Если Земля не совершит своего вознесения и стихийно сгорит, это приведет к утрате всех знаний, накопленных опытом текущего разворота Тао, а далее – к опусканию Великого Центрального Солнца так низко по измерениям, что это творение продолжит сворачиваться само в себя. Следовательно, в восхождении Земли проявились бы ключи для восстановления целого, что оказалось бы одинаково полезным и практичным как для Тао и Великого Центрального Солнца, так и для самой Земли. И это как раз та причина, по которой Тао сходит в свое бессознательное, вне грезу, и задействует все утраченное в ней для предотвращения коллапса. Сейчас приводится в действие план Тао, осознать причины и последствия, собрать всех и вся, что когда-либо было потеряно в пространстве и времени. Следовательно, все идет так, как должно идти.
И все, в конечном счете, возвратятся домой, и каждый более сведущим, поскольку все души, и все утерянные знания будут восстановлены. Обращение искажения вспять не гарантируется, если все без исключения искажения, не скорректируются, и пока все, без исключения, не устремятся вместе к реализации задачи. Если все и все будут подталкивать друг друга к обращению искажения вспять, собранной информации будет достаточно, чтобы гарантировать, что этот уровень разрушения не произойдет снова, и обеспечить Богу, богине вне вашего овала, урок и опыт, как результат его мыслеформы. В настоящее время все планеты сделали выбор возвращаться домой, даже из нашего изорванного состояния плотности. Когда при вознесении бессознательное полностью вернется, и возвратится все, что было утрачено с течением времени, все бывшее скрытым, будет освещено, и сможет быть осознанно. Все мы имеем многое, чтобы преподнести Тао и великому центральному солнцу о жизни вне его границ, и такого рода информация поможет нашему великому центральному солнцу в собственном восстановлении относительно причин его падения, чтобы оно также смогло собрать себя и вознестись домой. Каждый из вас, кто совершает персональное вознесение, начнет сейчас переписывать коллективное видение плана Земли. Когда необходимое число человеческих существ, 1% текущего населения, начнет воплощать 5024 цепочки ДНК, или больше, они начнут переписывать коллективное видение человечества на плане Земли. Реализующий 5024 цепочки ДНК, воплощает состояние бодхисаттвы, или непричинение вреда. Когда будет достаточно воплощенных бодхисаттв, они коллективно заземлят золотую октаву Будды на плане Земли, и воскреснет, придет то, что вы называете Христос. Из исследований кармических записей Земли выявлено, что восходящие звездные системы и великие центральные солнца, так же как и сами многие творения в Тао, скользили по нисходящей спирали. Почти 18 миллиардов лет наше великое центральное солнце постоянно скользило по спирали вниз, снижая вибрацию. Спиралевидное снижение вызывает откалывание частей от того, что ранее находилось в границах великого центрального солнца. Когда великое центральное солнце падало по нисходящей спирали, части от него отбрасывались за пределы границ великого центрального солнца и входили существовать в межпространство. Все вытолкнутое наружу стало бессознательным. Земля и многие осколки других великих центральных солнц были вытеснены за пределы границ и вошли в межпространство. То, что откололось от великого центрального солнца, перестало получать энергию для поддержания просвещенности. Без освещения многое скрыто. Так, в нашем творении впервые появилась тьма. С тьмой ассоциируется бессознательное. Тьма – то, что неизвестно, чего не знают, не осознают, не хотят знать и осознавать. То, что отвергают. А неизвестное является таковым, потому, что было утрачено слишком много энергии, и теперь в комнате недостает света или освещения, чтобы осознать все, находящееся внутри этой комнаты. В те времена, когда великое центральное солнце испытывало дробление, его части отходили вне грезу. Отброшенные части включали в себя Мать-Землю, ваше солярное Солнце, многочисленные планеты и звездные системы в верхних измерениях, включая Сириус, которые подобным же образом были выдвинуты из-за края нашего великого центрального Солнца. Мы приравниваем негрезу к бессознательному состоянию бытия,
И таковым действительно можно рассматривать все, что находится вне Великого Центрального Солнца. Однако, эти реалии не входили в первоначальный замысел Тао или план. Их появление непосредственно связано с причинами выталкивания частей Солнца за его границы. Земля восстановила первые записи своего опыта в Великом Центральном Солнце, которые показали, как сознание уровня тела накачивалось в форму ложного бога, который вместо вознесения домой повел и Землю, и Солнце по ложному пути, к большой утрате сознания. Души внутри Великого Центрального Солнца неверно направляли одно творение за другим по пути падения сознания. Подобные души были заброшены в пространство Великого Центрального Солнца и несли в структуре своего сознания разрушение. Когда число таких падений сильно возросло, произошло выталкивание некоторых творений, как, например, Земли, за пределы границ Великого Центрального Солнца. Сейчас, благодаря исследованиям Тао, осознано, что определенные группы душ в Тао сбрасывали в падение каждое Великое Центральное Солнце, с целью разрушить таковые, чтобы извлечь всю имеющуюся энергию и знания. При этом, деструктивные души имели свое происхождение из иных Тао. Такая ситуация разворачивалась в каждом Великом Центральном Солнце. Разрушительные души упорно продолжали уничтожать аспекты Тао, уже после того, как части каждого Солнца пришли к вымиранию. Такие души использовали те же навыки, что отработали по отношению к каждому Солнцу, начав разрывать окраины всех творений в пределах Тао. Тао исследует таковое, чтобы все могло быть осознанно и с пониманием постепенно исправлено, через активный выбор каждой части Великого Центрального Солнца возноситься домой, обратно в его сферу. Тао прослеживает цепочки причин, порождающих разрушительные реалии, приводящие к уничтожению творений, и как следствие, самоуничтожению. Причина всегда рассматривается нами как соответствующая мыслеформа, породившая последующие реалии. Согласно записям, проанализированным к настоящему времени Тао и Великим Центральным Солнцем, часть вашего творения, в которое входит Земля, переплелась и смешалась с частью другого творения. Фактически, многие души, правившие Землей последние миллион лет, происходят из этой части другого творения. Почему часть другого творения смешалась с той, куда входит Земля? И почему произошло падение сознания нашего Великого Центрального Солнца? Для ответа на этот вопрос, проследуем далее, к ретроспективному анализу событий, происшедших выше 4000-го измерения, где находится овал, который можно уподобить истоку всех истоков, и откуда эманируют все формы. 4000-е измерение было создано из двух планов реальности, один из которых воплощал единое мужское-женское сознание, а другой – женское-мужское, являясь его зеркальным отражением, и существовало в таком состоянии на протяжении эонов времени. Весь опыт форм, эманировавших из овала 4000-го измерения, сводился к мирной эволюции периода времени, равного многим триллионам земных лет. Тао, исток всех единых истоков, или сознание вне овала, захотел испытать нечто иное. Возможно, многие из вас слышали о концепции возникновения творений, как результата мысли. Это верно. Когда-то давно, я, исток всех единых истоков, подумал, что произойдет, если отделить жизнь от сознания. И что происходит, когда женское и мужское начало, свет и тьма, разделяются. Вследствие этой мыслеформы, в нашем Тао произошла поляризация, которая вызвала явление разделения, отделения,
мужского от женского начала, а далее – смещение, перекручивание, искажение потоков энергии, эманирующих из измерения выше 4000-го вала, или истока всех истоков нашего творения. Эта спиральная энергия вызвала отделение женской части Творца 4000-го измерения и уход ее в соседнее творение. Вдобавок, мужская часть соседнего Творца также отделилась и пришла в наше творение. Два плана 4000-го измерения реальности были перемешаны, создав один план, управляемый двумя мужскими сознаниями, и зеркальный план, руководимый двумя женскими сознаниями, что со временем повлияло на все творения Тао, с одной из двух энергетических моделей. В итоге, в нашем творении оказалось два Творца мужской вибрации, что со временем привело к проявлению фрагментированности, жесткой несбалансированной активности, недостаточности, неполноценности и впоследствии разрушения. Энергии, эманировавшие из двух мужских сознаний, проистекали по спирали против часовой стрелки и инициировали свободную волю, что в свою очередь давало неполноту и со временем вело к разрушению. Энергии, исходившие из овала, управляемого двумя женскими сознаниями, создали спираль, закрученную по часовой стрелке, ведущую к полной несвободе воли, что рождает безысходность, однообразие и со временем приводит к скуке и недостатку творческого самовыражения. Разделение мужского и женского никогда не существовало до этой мысли, и проявилось оно в разрыве структуры творения на мужскую и женскую половины. Это привело к общему понижению измерений, и со временем отразилось в опыте разделения мужского и женского начал в физической форме, их крайней антагонистичности, а также проявление физической формы влечения между людьми одного и того же пола. Разрушение, распространенное в нашем творении, является результатом глобального энергетического дисбаланса и соперничества двух творцов мужского начала друг с другом, вместо совместной работы. Один творец ушел на задний план, став тайным правителем, стремясь разрушать, манипулировать и контролировать все это творение. Другой, казалось, осуществлял управление и обладал всей властью, аналогично правительствам государств на Земле, но в действительности, в конечном счете, им манипулировало тайное правление Сотворца. Овал, где существует Орден Райзы, является одним из 144 тысяч овалов, храмов, существующих в 800-м измерении, один из тех двух овалов, в которых разрушительные силы из более высоких измерений нашли место для жизни. Для многих владык, пришедших вместе творить в этот овал, такая практика и работа были новы. Недостаток опыта делал их уязвимыми. И когда появилась коллективная сущность из очень высокого измерения, неопытным творцам нашего овала, эта сущность явилась подобно Богу, который мог бы оказать им большую помощь. И этот Бог обещал во всем поддерживать эволюцию этого овала. В отсутствии опыта, Бог, богиня, управляющая этим овалом, пригласили войти этого Бога, не осознавая, что он является разрушительной силой. Когда разрушительная сила вошла и пошла дальше, она стала обеспечивать связь между овалом и теми силами, которые обозревали эволюцию каждого из 144 тысяч овалов. В это время, по существу, Бог, богиня овала, испытывали разделение со своим Богом, подобно человеческому опыту отделения от Бога. К тому же, Бог, богиня овала, были введены в заблуждение и стали зависимы, доверяя ненадежному объекту. Как видно, практика заблуждений и подверженности манипуляциям является общей, так же как и для человеческой жизни. Такой опыт относится к каждому из вас. Здесь
мы снова показываем взаимосвязь всех видов жизни и всех измерений. Все, что существует в одном измерении, существует также и во всех других, независимо от положения вовлеченного творящего Бога. Это упоминается для того, чтобы вы уяснили свою тождественность. Как и другие, вы являетесь творящим Богом, несмотря на то, что в настоящий момент ваша практика ограничена трехмерным пространством в творении. Уроки всех творящих богов в любом творении будут схожими, поскольку вы выбрали присоединение и совместное сотворчество частного опыта. В каждом из творений нашего Тао существуют такие же проблемы, как и на Земле. Разрушительная сила вскоре проникла в Орден Райзы, заняв несколько храмов, с помощью уверения лордов и леди этих храмов в том, что они будут по-прежнему оказывать помощь управляемому богу, богине Авала. Таким образом, сообщение между храмами и над храмами стало опосредованным. Разрушительные силы захватили каждое верховное божество, богиню этого Авала. 90 верховных божеств, бога/богинь, храмов Ордена Райза, отклонили разрушительные силы и остались чистыми и неразрушенными к настоящему моменту времени. 54 верховные божества 54 храмов Ордена Райза впустили разрушительные силы той или иной степени, так же, как бог, богиня Авала. Во многом, подобно Авалу, где существует Орден Райзы, ваше верховное божество, бог/богиня, состоял из сущностей, которые были новичками в роли творящего бога, богини, этого уровня творения. В своей неопытности, они всем сердцем вместили разрушительную силу, которая обслуживала сообщение между Верховным Богом, богиней и Орденом Райзы. Объект, который вторгся в вашего Верховного Бога, богиню, носит имя Яхвех, Яхве. Яхвех – коллективное сознание. Яхвех означает мастер магии, но у разрушительных душ эта магия носит деструктивное намерение, нежели созидательное. Яхвех является сущностью, представляющей часть разрушительной силы, вторгшейся в ваш Авал, и происходит из очень высоких измерений. Для более низких измерений, например, Верховного Бога, богини вашего сегмента творения, или с точки зрения человека, сущность из такого измерения, несущая любые намерения или цели, проявляется как Бог. Не всей сущности, охватывающие храмы, которыми управляют ваш Верховный Бог, богиню, вместили Яхвеха. Но лорд Рама вместил. После того, как лорд Рама вместил Яхвеха, его женская половина, леди Рама, была очень быстро разрушена. Далее, Яхвех перешел к вторжению во все 10 творений, ответственность за которые лежала на лорде Рама, и со временем внес такую степень разрушения, что 3 из 10 творений испытали падение в плотность или материю настолько, что это угрожает жизни всего вашего Авала. В верхних нефизических измерениях разрыв ткани структуры творения не было точным и аккуратным. Когда разделение свершилось, кое-что осталось лишним, подобно тому, как остались бы обрывки, ошметки нитей, если бы кто-то попытался разорвать кусок материи на части. Это, кое-что оставшееся, обладало памятью, вмещающую в себя информацию о разделении, разрушении, записанную в его собственную структуру или сущность, потому что оно явилось результатом того, что было разрушено или разделено. Эти обрывки, осколки, содержали бессознательную разрушительную мыслеформу. Части, явившиеся результатом разделения ткани творения, отделения женской и мужской части творцов, стали разрушительными силами во всем творении. Некоторые называют эти силы
Антихрист. На наш взгляд, это точный термин. Христос или энергия силы Христа является творящей энергией всего творения. Что-либо, находящееся в оппозиции жизненной силе, или энергии силы Христа, будет вибрацией, или энергией Антихриста. Когда душа, Антихрист, родились в измерениях, где они появились, их не восприняли, просто не обратили внимания, подобно тому, как некоторые из вас проявляют небрежность на своем рабочем столе. Оставшись без внимания, они двинулись вниз по измерениям, ища пристанища. Обрывки души с другого Тао удерживали в своей внутренней структуре иной способ развития, вмещающий свой творящий закон и язык, а потому не удовлетворяли грезе, вещаемой вашим Тао. Они не резонировали и не владели языком ни одного из солнц, или жизни в пределах вашего Тао. Весьма подобны иностранцам в чужой стране, которые не говорят на местном языке и не способны понять окружающих, они не могли понять душу вашего Тао. Более того, если один язык жизни сильно отличается от другого, эти жизни даже не будут осознавать присутствие, существование друг друга. Именно так и обстояло дело для нашего творения и нашего великого центрального солнца, там, где они, в конечном итоге, оказались. Не имеет значения, насколько громко эти души кричали, чтобы осознали их присутствие, никто не обратил внимания на их существование, ибо они не могли быть поняты из-за крайнего различия в языке или мыслеформе. Постепенно, они овладели языками великих центральных солнц, и в скором времени их можно было уже слышать. По прошествии еще большего времени, они овладели достаточным количеством языка, чтобы получить возможность создания собственных реалий в межпространстве великих центральных солнц, которое никогда не предназначалось удерживать в себе жизнь. Такие души тяготели существовать в межпространстве не грезы, или областях, находившихся во внешней реалии, или между творениями, или другими словами, в пространстве между грезами. Почему они предпочитали именно это? Эти души чувствовали себя изгоями, и были столь потеряны, что не поддерживали резонанса ни с одной из грез, находящихся в Тао, поэтому стремились туда, где могли бы существовать, в пространство между грезами. Такие души не имели возможности вознесения и знаний для выполнения каких-либо функций внутри вашего творения, и поэтому повсеместно вымещались и исторгались в другие измерения всеми возносящимися творениями внутри Тао. Однако, даже осколок души нуждается в жизненной энергии для поддержания самой себя. Нехватка жизненной энергии в межпространстве требовала постоянного пополнения ее извне, вследствие чего такие души совершали нападки на окраины великих центральных солнц Тао, между которыми вели свое существование, преследуя цели – изъять и собрать энергию для поддержания собственной жизни. Постоянное обкрадывание каждого великого центрального солнца приводили к еще большему, всеобщему падению, выталкиванию пограничных частей каждого солнца в бессознательное, в межпространство. Когда совершалось изъятие энергии, происходило дробление грезы в Тао, а также шло ее раскалывание и искажение. И когда разрушение грезы стало существенным, части реалий, что изначально удерживались в грезе, были вытолкнуты за ее пределы, отходя вне грезу. Жизнь, ранее существовавшая в пределах великого центрального солнца, отделялась от сознания и входила в область бессознательного, в область влияния души с чужого Тао, становясь подвластной их воле и желаниям. Души с другого Тао, довольные таким положением дел, имели теперь конкретное место для разворачивания своих реалий.
Поэтому они входили во взаимодействие с согласованными реальностями, такими как Земля, которые были вытолкнуты из окраин грезы великого центрального солнца нашего Тао. Со временем такие души обучились взаимодействовать с творениями, которые оставили свои центральные солнца. Со временем все большее количество одухотворявших Землю душ брали свое начало из осколков душ другого Тао. Однако, они были настолько несовместимы и диссонирующи, что вносили сильные искажения в жизнь, с которой взаимодействовали, ибо последняя была предназначена только для того, чтобы существовать внутри своего центрального солнца. Достаточно будет сказать, что смешались две резонансные силы, порождая тем самым разделения и разрывы в каждом великом центральном солнце. Осколком души с другого Тао было дано название «недуша». Такие недуши обладали пониманием только о том, как делить и измельчать, или другими словами, как разделять творение на компоненты света и тьмы, а затем поглощать свет, чтобы существовать самой. В ходе непрекращающегося поглощения света согласованных реальностей, где пребывали подобные души, такой консенсус, со временем, испытывал одно падение сознания за другим, одновременно падая по измерениям. Недуши воздвигают световые трубки, точнее гигантские эфирные вихревые нити, предназначенные для извлечения света, к силам недуши, верхних измерений, которым также требуется что-то потреблять, с целью продолжить свое существование, ибо они не в состоянии взаимодействовать в рамках грезы Тао. Эти световые трубки мы назвали ложным вмешательством, которое с навязчивой настойчивостью пожирает одну согласованную реальность за другой, пока не происходит их полного угасания. Из угасающих реальностей идет потребление света и жизненных сил, оставляя после себя лишь тьму, или плотность, которая накапливается в измерениях, где Земля пребывает подобно оставленному без присмотра грязному белью. Поглотилось столь огромное количество света, что многие солнечные и планетарные системы испытали падение в тьму, крайнюю плотность. Все это стало причиной раздувания пространства между творениями, межпространства, или негрезы, или бессознательного, к таким огромным размерам, что существуют большие бреши между великими центральными солнцами, где вначале каждое солнце дробилось и распадалось, чтобы поддержать жизнь в тех реалиях, которые сами никогда не предназначались поддерживать жизнь. Когда части великого центрального солнца стали бессознательным, то, что было вытолкнуто за его границы, смешалось с соседними творениями, также снизившими вибрацию. Перемешивание двух нерезонирующих бессознательных творений из двух понижающихся вибраций великих центральных солнц породило еще одну, более крупную проблему, называемую искажением. Два языка, две сигнатуры сакральных основ различных творений, смешались. К сожалению, эти два языка, один – первоначальных душ нашего творения, и второй – души с другого творения, смешавшись, создали искаженный космический язык, который ни одно великое центральное солнце понимать не могло, и, следовательно, не могло вести коммуникацию. Все, что было вытолкнуто в сферу тьмы, сферу бессознательного, осталось без связи с истоком. Человек является частью гуманоидного вида и частью согласованной реальности, под известным вам планетарным названием «Земля». Все события любых родственных видов голографически записываются в генетике их воплощений, и человечество, так же как и Земля, является хранителем голографических записей всех фактов этого творения и всего гуманоидного опыта. Согласно вашим генетическим записям, около 6 миллионов планетарных лет назад, новый спиральный энергетический поток быстро проник вниз,
по скоростным межпространственным проходам между измерениями в наше творение, и оказал влияние на творцов, контролирующих с 400 по первое измерение. 6 миллионов планетарных лет назад на Землю началось схождение разрушительных душ из другой секции Великого Центрального Солнца, в то время проходящей Вознесение. Эти души не выполняли свою работу должным образом в своих родных измерениях, и их выдворяли за их пределы. Те творения, которые вышли из Солнца, через некоторое время, в верхних измерениях, 360 или 144, сделали выбор запретить таким душам взаимодействовать с ними, вследствие искажения, которые те причиняли форме, и пошли на то, что выдворили все души из другого Тао в нижестоящее измерение, вместо того, чтобы осознать и проработать причины некомпетентности подобных душ. Восходившие звезды всецело вытеснили их из своего творения и отбросили в нижние измерения. Таким образом, подобные души падали и падали, сходя вниз по измерениям и ища себе пристанище, и в свою очередь были приняты с Землей. И поскольку при вознесении измерений, которые отбрасывали свои некомпетентные души, записи об этом никогда не раскрывались, стало понятным, что последствия их действий никогда ими полностью не осознавались. Этими действиями они породили не только свое неполное вознесение, в котором неотработанные аспекты восходящих измерений оставлялись в стороне, вымещались в низлежащее пространство, испытывая схождение к творениям, подобным Земле. Из этого можно понять, почему Земля, в своем будущем, должна была вновь повторить стереотип бессознательного вмещения тьмы, поглотив остатки неполного вознесения Сириуса и Арктура, ибо такой стереотип был уже очень давно приведен в действие. Каждый раз Земля повторяла и повторяла данный стереотип, по существу представляющий собой неотработанную карму, и записи, постоянно повторяющиеся до тех пор, пока полностью не будут высвобождены и осознаны в новых реалиях, манифестированных в ее пространстве. Осколки душ знали лишь разделение и измельчение, что также известно как разрушение. Сейчас мы понимаем, что таковые, в действительности, были осколками душ из другого Тао, в форме, или можно сказать одежде ангелов, совсем не являясь ими, по своей первоначальной роли в вашем творении. Эти души были эквивалентом душам змей, которые держат промежуточное пространство всей жизни в Тао, если не считать того, что они были заброшены к нам из другого Тао. Неудивительно, что они тяготели к существованию в межпространстве, где они, в общем-то, и должны существовать по своей природе. Этим душам был неведом язык и истинный закон нашего творения. Эти, неведущие души из другого творения, создали свой закон и, привнеся свой язык, Меркаба, в межпространство, привели к путанице при распределении обязанностей во многих творениях нашего Тао. Такого рода души не осознают созидающего закона, только крайнее беззаконие, и результатом во всем творении, как и на Земле, стало одно падение сознания за другим. Когда Меркаба, являющаяся специфической сигнатурой их творения, была привнесена в межпространство нашего Тао, оно оживилось, по сути, тогда и была создана темная сила, и энергия захватила часть вещаемой на физический план грезы, и перевела таковую в бессознательное. Поскольку Меркаба была интегрирована в межпространство, оно характеризовалось стереотипом, известным как Меркаба, и оживлялось. Вследствие этого, межпространство возымело не только оживляемую реальность, которая была сознательной, но также и оживляемую реальность бессознательного. Следует отметить, что межпространство никогда не предназначалось оживляться грезой.
После того, как бессознательное стало оживленным, его принялись использовать с целью лишить творения энергии и информации. Эти души змея были разрушающими по природе, ибо разделять и обменивать – это назначение змей. Змеи удерживают межпространство или плотность, которая позволяет форме существовать. В сущности, змея, формирующие сознание межпространства, должны были удерживать отрицательные линии эфирной энергетической решетки, то есть удерживать пространство между потоками энергии в энергорешетке. Излишне оживляясь, на них вещалась дополнительная энергия, информация и греза, не предназначенная для межпространства. Они прекращали выполнять свои изначальные функции и уходили в другие реалии, вследствие проецируемой на них грезы. Змеи, которые теперь оживлялись, стали воспринимать грезу творящих душ драконов и становились силами тьмы, которые использовались душами антихристами из другого Тао, чтобы обворовывать творение, отбирая информацию и энергетическую решетку. Драконы удерживают мысли форму Бога, богини, которая воплощается в форму и являются душами-творцами. Змея в творении представляют своего рода нити, из которой ткется ткань, решетка формы. Души, ангелы, сплетают змей в необходимую светокопию, расшифровывают коды генетических материалов, которые содержат в себе змей, держащих плотность или вещество, и ткут ткань формы. Ангелы выстраивают поток энергии, включая тонкие тела, чакровую систему и эфирную энергетическую решетку, а также создают пространство, в котором душа-творец и форма имеет возможность сливаться воедино. Когда змея, держащая межпространство нашего Тао, прекратили надлежащим образом выполнять свою работу, положительно уложенные линии стали все более и более утончаться, так как ничто больше не поддерживало должным образом структуру и функцию формы, приводя тем самым к разрушению формы и падению сознания. Души, по природе не являющиеся драконом, но являющиеся змеями, действуют с целью, которой придерживаются все змеи, а именно разделять, фрагментировать, измельчать и вообще делить и нарушать целостность чего бы то ни было. Удержание пространства требует способности отделять и делить. Поэтому естественно, что души змеи начали отделять и обменивать генетические материалы и поток энергии в тех творениях, где они обосновались. Поскольку разрушительные души, которые затрагивали практически каждый вид, вели от одного падения сознания к другому, форма постепенно научилась не доверять душе. Затем, форма устремилась заменить руководство души другой одухотворяющей силой, которая была бы способна сопровождать ее домой и возносить, так как душа уже казалась некомпетентной для такой задачи. Однако, никакой другой, доступной альтернативной руководящей силы не существовало, поскольку контакт с Тао, находившимся вне времени и пространства формы, был разорван деструктивными душами в основании целых реалий. И тогда форма, сознание уровня тела, стало обращаться к себе внутрь, ища внутри ткани своей собственной светокопии, понимание того, как возноситься домой. В своем внутреннем поиске все больше жизненной силы передавалось сознанию формы. Вскоре сознание формы расширило себя, приняв относительно большие размеры. Такое сознание стало рассматривать и выражать себя так, как если бы оно было душою, чтобы вести саму себя и творение домой. Так, змея, накачанное сознание уровня тела гуманоидного вида, в частности, приняло на себя заботу в отношении каждой согласованной реальности. Это сознание производило впечатление помнящего больше о процессе вознесения, чем любая другая форма жизни. Увы, змея поймала себя за хвост
Ведь сознание уровня тела знает только две вещи. Первое – как переместить информацию и энергию из одного пространства в другое. И второе – как отделяться, обособляться, разделяться, чтобы удерживать межпространство. Поэтому, у подобного рода сознания, нет достаточных знаний, чтобы возносить себя домой. В результате того, что в Великом Центральном Солнце длительное время некомпетентные души вели форму к деградации, потере энергии и информации, а форма, в свою очередь, полагалась на саму себя, стали разворачиваться крупномасштабные падения сознания, или процессы отделения и разделения. Великое Центральное Солнце находилось тогда в условиях, когда единственные руководящие силы, которые оно имело, вели к разрушению и вымиранию, ибо душа сходила лишь для разрушения, и поэтому ее действия сбивали форму с пути. Сознание уровня тела не имело знаний и достаточного опыта, чтобы выполнять ту или иную задачу, а повышенное акцентирование внимания на такой недуше только вводило форму в заблуждение. Так, в конечном итоге, произошло разделение, отделение души от формы. Именно поэтому, свыше 250 великих центральных солнц за эоны времени, нашли погибшими во всех измерениях ниже 75-го, в пространственно-временном квадранте, в котором находится Земля. Когда души-драконы, одухотворяющие 6 миллионов лет назад Землю, приняли с верхних измерений душ змей, они быстро были фрагментированы до неузнаваемости, а затем обращены в мальчиков на побегушках, или рабов у змей под личиной ангелов. Так, 6 миллионов планетарных лет назад, у ангелов и душ драконов, одухотворяющих и удерживающих реалии Земли, была отнята вся информация, а Земля продолжала падать в вибрации. Это произошло за 2 миллиона 800 тысяч лет, до того, как Земля полностью вышла из Великого Центрального Солнца, и за 5 миллионов 925 тысяч лет, до прибытия на нее человечества. Так, 8 миллионов 800 тысяч лет назад, Земля покинула пределы Великого Центрального Солнца и вошла в бессознательное. Пересекая его, Земля собрала опыт, повествующий нам о том, что находится в нашем бессознательном. Осознавая бессознательное, Великое Центральное Солнце может предпринять усилия для интеграции того, что давно откололось от него во время многочисленных падений вибрации. Вот как Земля пришла к существованию вне Великого Центрального Солнца. Вот так душа Земли первоначально прибыла в этот беспорядок. Она была притянута, привлечена другими душами, ставшими потерянными в этих реалиях, из-за непрекращающегося разделения, отторжения из себя обрывков душ и утраты объединяющего голографического знания. Когда Земля покидала границы, она представляла собой 24-мерную звезду, которая раскололась на 24 обособленных тела, измельчаясь подобно бьющемуся зеркалу и создавая в межпространстве созвездие дракона. Земля, какой вы знаете ее сейчас, это всего лишь одна часть от того, что когда-то вышло за пределы. Все солярное Солнце и все планеты в вашей Солнечной системе, за исключением Марса, также остатки от того, что давно существовало внутри границ Великого Центрального Солнца. Мы видим ваш вопрос. Почему мне, Тао, как Творцу, пришла подобная мысль? В вашей человеческой мысли-форме существует убеждение в совершенстве Бога. Ответ в следующем: нет ничего совершенного. Тао – Творец. И Тао непрерывно эволюционирует, размышляя и опытным путем проверяя результат своих мыслей, подобно тому, как человек эволюционирует думая, и затем манифестируя результат своих мыслей.
Вы видите, что эволюция идентична во всем творении, независимо от измерения. У творцов возникает мысль, а затем они создают творение, позволяющее им практически ее осуществлять. Мысль и греза связаны между собой. Сначала возникает мысль, а затем ткется греза, позволяющая грезить этой мыслью. Затем следует реализация мысленной грезы на практике. Иногда невозможно понять всех проблем, связанных с грезой, пока они не проявятся практически или не будут обдуманы в грезе. Земля и ваше все, что есть, являются примером непредвиденных проблем между мысленной грезой и ее практическим осуществлением. Вместе с тем, именно на неожиданных проблемах Тао и его аспект душа учатся больше всего, поэтому непредсказуемость всегда является составной частью реальности. Это также является необходимой составной частью сценария эволюции всего, что есть. Всегда нужно помнить, что первопроходцы идут там, где нет пути, и поэтому ситуацию нельзя предсказать. Я знаю, что из вневременья могло бы показаться, что все результаты можно предопределить, но индивидуальный выбор всегда неведом, делается ли он богами и богинями во времени или вне его. Более того, стереотипы, которые должны вскрыться при проживании вашей жизни, могут быть предсказаны путем наблюдения за состоянием этого творения, но каждый конкретный стереотип в вашей жизни непредсказуем. Пребывая здесь, на Земле, именно это вы и должны сделать: выявить стереотип, исцелить его и отправить эту информацию из данного творения во все творения Тао, истоку всего. Простые идеи часто трудно реализовать. Почему это так? В этом творении отсутствуют законы, соблюдаемые всеми его существами. В этом творении присутствует закон свободы выбора для всех, без исключения. Он дает свободу каждому, и тем, кто хочет жить в состоянии почитания, но часто позволяет другим совершать насилие в отношении себя, и тем, кто полагает, что имеет право брать в таких условиях то, что пожелает, а в случае вашего несогласия с ним, будет пытаться вас уничтожить. Все существа в этом творении подвержены некоторому искажению, которое создает бессознательное, имеющее свою повестку дня, о которой можно судить только по результатам вашей жизни. Первоначальным намерением этой сознательной, бессознательной структуры было определение параметров роста и предоставление каждому творящему существу определенного набора обучающих ситуаций. Результат, по многим причинам, для выявления которых я здесь нахожусь, изнутри, оказался прямо противоположным первоначальному замыслу. Ситуация, обучающая познанию неизвестного, фактически оставляла его непознанным или бессознательным. Непознанное, таким образом, сохраняло себя в качестве основного явления, или движущей силы. Дисбаланс между тьмой и светом, или сознательным и бессознательным намерением, создал ситуацию, при которой цель эксперимента не может быть достигнута. Поскольку преодоление бессознательного не может осуществиться без вмешательства, мы понимаем, что конкретный замысел целой группы овалов имеет упущение. Оно заключается в том, что различия между овалами должны были давать достаточный опыт, двигающимся между ними, для сравнения явлений и предсказания, что работает, а что нет. Разница между овалами оказалась слишком велика для того, чтобы между ними происходило движение, поскольку чей-либо уровень опыта в одном овале не дает понятия о том, как использовать его в другом овале. По сути, это стало причиной того, что души застревали в одном овале,
так как их опыт плохо подходил для другого. Отсутствие развития опыта создает крайние ситуации, поскольку сохранение стереотипов заставляет души верить, что ничего другого не может с ними произойти. Следуя такой мыслеформе, душа стремится быть настолько хорошей, насколько она может быть, в соответствии со стереотипами, содержащимися в ней. В условиях крайнего насилия, этот стереотип чаще выходит на новый уровень изощренной агрессивности, а не преодолевается. Это можно увидеть в данном творении, в котором ни одна душа, независимо от вида деятельности, не имеет иммунитета против постоянно действующих стереотипов. В известной степени, можно сказать, что этот эксперимент, или опыт, является опытом правомерного использования силы. Силу можно представить как упражнение во власти, и в этом творении являлось преобладающим явлением. Вопрос, кто над кем преобладает, является главным в этом творении. Это привело к ситуации, когда, скорее, кто-то кем-то владеет, а не поддерживает пространство для его развития, таким образом, обеспечивая собственное самовозвышение. Использование силы никогда не предполагало создание подобной ситуации, скорее, ее следовало преодолеть. Неспособность преодолеть стереотипы является следствием дисбаланса в замысле, ведущего к сохранению и усилению именно тех аспектов, которые надо было изучить, проработать и стать выше них. Понятно одно, что без вмешательства эта ситуация сама измениться не в состоянии. Существует ли план, как сделать этот процесс обратимым? Да, этот план – вы. Путем исцеления свойственных вашей генетике стереотипов, вам даются ключи, открывающие или передающие механизм для изменения общей кодировки этого творения, и фактически, для закладывания кодирующего механизма всей группы овалов, частью которой является данное творение. Будучи внутри этого творения, вы не можете видеть, что все овалы находятся в ловушке кодовых механизмов, относятся ли они к великому свету или тьме. С исправлением этого, становится возможным передвижение душ и их информации между овалами, и соответствующего скачка в эволюции, который несет такая передача информации и опыта. Я верю, вам полезно увидеть, что ваши здешние проблемы являют еще одну грань проблемы, проявившейся перед всеми, кто стремится к развитию в различных овалах, малой частью которых является ваш. Возможно, это слабое утешение – думать, что такая миссия удерживает вас в ужасающем месте. Возможно, эта миссия гораздо интереснее, чем постоянно скучать, не зная, куда податься. Возможно, именно поэтому вы, так сказать, предпочитаете сейчас быть здесь и действовать. Для вас, так же как и для Тао, никогда не существует «не может быть». Ибо вы, как и Тао, ваш исток, желает исследовать все возможности и вероятные реалии, стремясь учиться, расти и эволюционировать. А потому, появившееся окно возможности, в результате силы данного стремления невероятную мысль сделать манифестацией, позволила проявиться информации, которая не должна была существовать в данном творении с доступом к цели. Тао осознает проблему разделения и брошенных душ, включая тех душ, которые пришли с другого Тао, и впоследствии стали утраченными. Такого рода душам Тао дал название «не душа», так как последняя не имеет источников Тао или какой-либо связи с ним. Душа, которая по происхождению выходит из Тао, вмещает в себя сознание, и это сознание таково, что желает развиваться и возвращаться домой. Удаляемые в настоящее время с Земли существа,
по оценкам Тао, не вмещает сознание, которое желало бы возвращения домой, но скорее стремится увековечивать свои реалии и сохранять господство над теми, кто является сознательным. Такое искаженное сознание вследствие своих желаний и разрушительных тенденций пытается держать сознательные души в качестве заключенных на планете Земля. Поэтому Тао рассматривает их в качестве субстанции, не души. Некоторые души, опускаясь по нисходящей спирали творения, раскалывались на части, оставляя в различных измерениях части самих себя. Когда душа разделяется на части, она утрачивает свое голографическое знание, и при этом становится потерянной. Некоторые души в некоторых Тао сформировали стереотип, сознательно предпочитая отделять и отбрасывать от себя меньшие души, становившиеся затем их прислугой. Брошенные осколки душ не получали информацию о том, что были брошены и отторгнуты, что не являлось оригинальным голографическим знанием, и никогда не должно было существовать в нашем Тао, или применяться, так как после того, как душа отбрасывает свои осколки души, она лишается своих частей и отсоединяется от собственного голографического знания. Но некоторые из душ были настолько потеряны, что их записи возвращают назад во времени до 8 циклов расширения сжатия их Тао. Души, отдавшие предпочтение своей фрагментации и отторжению из себя осколков душ, утрачивали то самое знание, которое требовалось им для возвращения домой, в конце цикла расширения сжатия. К тому же, отторгнутые души, когда были брошены в достаточно большом количестве, обладали столь незначительным голографическим знанием, что не ведали о возвращении вообще. Ну а души, что их оставили, потеряли связующую нить, или счет, и оказались не в состоянии их всех восстановить, тогда как сами поднимались вверх по измерениям и возвращались домой. Более того, и еще худшее в том, что души, брошенные другими, получив от исходной души стереотип отторжения, повторяли и повторяли ту же историю, отбрасывая от себя еще больше осколков душ, и став причиной их порождения в неконтролируемом количестве. Данное обстоятельство вызвало непрекращающуюся потерю голографического знания в оригинальной душе, которая имеет связь со всеми брошенными душами, как и с каждой появившейся впоследствии. Такие души вели обособленное от своего Тао существования, но так или иначе, стали потерянными вне грёзе, или в межпространстве между творениями. Когда произошла достаточно большая утрата голографического знания, такие души не смогли возвратиться к своему Тао и вознестись. Взамен этого, они принялись воздвигать беззаконные по природе реалии в других творениях, с целью поддерживать свое бессмертие, непрекращающееся существование, вне реалий своего Тао, ибо их знания оказалось недостаточно, чтобы соединяться с любой предоставленной грезой, которая мыслилась их Тао. Такие души не имели достаточно жизненной энергии, чтобы поддержать свое творение, и поэтому в каждом последующем цикле расширения прибегали к вытягиванию и потреблению жизненной энергии из других Тао, втягивая уже другие души, оригинально невидоизмененные подобным образом в данных реалиях. Сама Земля и ее оригинальные души сохранили связь с Тао. Изначально они вышли из Тао и никогда не отбрасывали другие души, а потому сохранили голографическое знание, необходимое, чтобы возвратиться к Тао. Все души, вышедшие из Тао, обладают всей памятью обо всех прочих творениях и всех предыдущих циклах расширения сжатия, наряду с информацией о полной грезе для данного цикла расширения, в который входит душа. Все это обеспечивает у каждой души наличие необходимой и достаточной информации, чтобы возвратиться обратно к Тао. У всех душ Тао есть запись о своем исходном отторжении
или времени, когда они были отброшены в пределах Тао. Таким образом, все осколки душ, образованные в результате своего нисходящего падения, будут собраны, все души нашего Тао будут возрождены, все оригинальные голографические знания будут восстановлены. Сейчас вознесение непосредственно связано с собиранием и воссозданием голографического знания воедино, и достижению в таковом достаточного уровня, чтобы оказаться в состоянии снова войти в великое центральное солнце. Все разрушенные души нашего Тао в настоящее время возрождаются, все осколки собираются, все знания восстанавливаются, для того, чтобы появилась возможность вернуться домой. 75% земных душ решительно поддерживали реалии отделения от первоначальной души, или сказать иначе, их устраивало непонимание записи о том, что когда-то в Тао они были брошены. Такие души оказались неспособными поддерживать восхождение целого консенсуса, известного как Земля. Сейчас Тао призывает души, которые в свое время бросили их, чтобы они могли быть собраны, и все реалии, в которых они принимали участие, были полностью осознаны. Сейчас появилась возможность для таких душ, по происхождению потерянных в Тао, по желанию возвращения домой, совершая это в сотрудничестве с мировым вознесением Земли. В данное время, в вашем планетарном и солнечном обращении творения, такого рода души отмечаются и возвращаются своему Тао происхождения. Ничто не будет оставлено. Однако, душа может возвратиться только к тому истоку, которым непосредственно была брошена. Тао не может абсорбировать души, которых он никогда не бросал. Души, что ответственны за оставление своих осколков, или меньшей частиц самой себя, сейчас должны возвращаться в своему Тао, и брать полную ответственность за то, что сотворили. Женский аспект Тао восстановлен, вмещен, и начинает свое схождение к физическому плану. Данное обстоятельство должно привести к равновесию мужского аспекта в энергетическом потоке Земли, а также вести к более тонкой степени равновесия мужского и женского, всех инкарнирующих на ней. Подобное усовершенствование необходимо, чтобы войти в поток энергии следующих звездных ворот в будущем мировом восхождении Земли. Сегодня вы живете в наиболее критический период истории, и вознесение Земли сейчас не гарантировано. От каждого посвящаемого зависит, выполнит ли он свою часть, и сделает ли свое персональное вознесение частью сознательного намерения своей жизни. Вознесение Земли произойдет только тогда, когда каждая человеческая сущность на Земле будет ему соответствовать, и не ранее. Новые события на Земле будут посвящены высвобождению всей кармы, связанной с разделением, рабством, господством и злоупотребляющей, оскорбляющей, жестокой мужской энергией. По существу, в реалиях Земли имело место столь большое накачивание энергии мужского рода и выкачивание женской энергии, что рабство, жестокая энергия, превратились в норму на Земле и в вашем творении, а разрушение, разделение привели к его крайним появлениям, смерти и уничтожению, самоуничтожению биологической формы. Таковая карма высвобождается. Равенство в энергии между обоими энергетическими потоками может восторжествовать. Это приведет к более высокому уровню равновесия каждого, кто является восходящим в это историческое время, вместе с мировым восхождением Земли. Совсем недавно Земля возродила ангелов-драконов, существовавших на ней около 6 миллионов лет назад. В течение 21 дня шло столкновение между старыми ангелами и правящими ангелами тьмы, или ангелами-змеями. К его кульминации и к прекращению нападок змей
принудил исток всего. Исток всего осознавал, что ангелы тьмы не играли по установленным правилам кармического завершения, и поэтому ему пришлось вмешаться. Ангелы света давно выиграли бы свое сражение, будь все в правильном исполнении. Это является победой, заслуживающей внимания, означающей конец господства тьмы на Земле. Таким образом, еще одним значительным посвящением своего мирового вознесения, Земля переходит к иному мироустройству, а ее поле и ауры расширяют границы вашего 25-мерного космоса. Для того, чтобы вести человеческий консенсус к следующему уровню эволюции, сейчас, для каждого восходящего человека, сходит новая душа, высшая душа и исток. Такие души приходят с одной из 24 других планет вашего творения, где в свое время были вовлечены в гуманоидную форму жизни. Ни одной из этих планет неизвестны такие крайние падения генетических материалов, которые познала Земля, так как в их согласованных реальностях никогда не было ядерного уничтожения или войн. Поэтому прибывающие души входят в значительно более опустошенные условия, чем те, что они покинули. Однако, возможность возноситься сейчас домой, скользя по волне в великое центральное солнце, столь привлекательна, что они готовы оставлять другие реалии и вмещать те, что здесь на Земле. Мы приглашаем тех, кто читает данные материалы, приветствовать новые души, которые спустились, чтобы возносить вашу форму. Мы предлагаем вам эту информацию в настоящее время текущего разворота процесса вознесения, для того, чтобы каждый из вас мог наиболее полно охватить и вместить ее в своем осознании. Благодарим всех, кто участвует в вознесении.